Польское радио на русском. Ряд случаев, когда разоблачают российских агентов, агентов ФСБ в Европе и не только в Европе. И получается так, что каждый из этих случаев имеет свою огромнейшую историю, как инфильтрации, так и историю подготовки этих агентов в целом. Есть ли угроза для россиян в Европе сейчас, и угроза эта исходит именно из-за вот этих вот людей, которые соглашаются на сотрудничество с ФСБ или ГРУ, поговорили с политологом Александром Морозовым. Добрый день, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Давайте рассмотрим как основу вот этот вот случай с Игорем Роговым, которого задержали в Польше по подозрению в шпионстве для российских спецслужб. И он еще и получал стипендию от МЗС. То есть вот такой и подобные случаи, насколько они портят картину? Ну, то есть, с одной стороны, и МЗС, и спецслужбы европейские, они как бы понимают, что такие люди могут быть. А с другой стороны, каждый раз, наверное, уже смотрят на каждого русского с оглядкой. Ну, тут есть как бы три стороны в этой проблеме. Одна сторона связана с тем, что, разумеется, российские спецслужбы и белорусские КГБ никогда не прекратят собирать сведения о политической оппозиции или гражданских деятелях и независимых журналистах и так далее, находящихся за пределами страны. И это касается в России и ФСБ, и военной разведки. Э, В некоторых случаях мы знаем, что сбор такой информации, он идет ну, параллельно с другими задачами, которые ставятся таким агентам. Э, Эти эпизоды, это одна сторона. Вторая сторона, что ну, мы видим, что идет сбор информации, но если сравнивать Беларусь и Россию, то в этом смысле слова белорусскую и российскую иммиграцию, то можно заметить, что против белорусской иммиграции все-таки КГБ Беларуси проводит более активные оперативные мероприятия, чем против россиян в иммиграции. Э, Поскольку имеются случаи там, насколько я видел у белорусов, и пропажи людей, то есть их как бы переманивают обратно активно. Что касается российской иммиграции, э, известно, что в странах пребывания специальные службы в тех случаях, когда они получают информацию о готовящихся каких-то оперативных мероприятиях против известных лидеров, предупреждают их, проводят какие-то превентивные меры, принимают для того, чтобы предотвратить или покушение, буквально, или какие-то подобные акции против лидеров российского движения. То есть можно сказать, что ну, насколько можно судить по тем публичным эпизодам, которые мы знаем, европейские службы, которые занимаются безопасностью, они, в общем, держат в целом ситуацию на контроле. Именно поэтому в последнее время мы знаем много публикаций, в которых, ну, собственно, акцентируется, что вот российские спецслужбы используют активно граждан с другими паспортами, не только с российскими. Это могут быть любые абсолютно паспорта, в том числе и граждан стран Евросоюза, для того, чтобы, так сказать, на коммерческой основе это делается, людям платят деньги, организуются разного рода акции. И они организуются не только против представителей оппозиции, а просто выполняют разные задачи, которые им ставит один из центров в России. Это и ФСБ, и военная разведка, наверное, и служба внешней разведки чем-то занимается, ну и так далее. Ярким примером, собственно, была история господина Рубцова, который теперь обменен и вернулся обратно. Вот он одновременно выполнял, скажем, уже ясно по расследованию польскому, выполнял сразу одновременно несколько, так сказать, задач, то есть собирал и какую-то чувствительную для Польши информацию на границе, с другой стороны, передавал какую-то информацию, доступную ему и о российской политической оппозиции, ну и так далее.
Так что А как, вот такая Мгм. картина вокруг этого. Как думаете, насколько широкая эта сеть? Потому что я так понимаю, что любой, да не только россиянин, там и украинцев вербуют, и белорусов, и, Да-да. ну, во-первых, наверное, ФСБ и КГБ, они как-то тоже обмениваются данными, но не агентами. Но насколько так расширена эта сеть, как думаете? Я не специалист, конечно, в области безопасности, и могу тут как частное лицо тут говорить, потому что здесь, конечно, требуется разговаривать с тем, кто занимается многие годы деятельностью спецслужб. Но что касается того, что я сам об этом думаю, я думаю так. Мы живем, во-первых, в эпоху, когда кибершпионаж и доступность информации совершенно другая, чем она была в прошлом. Поэтому я думаю, что роль вот этого сбора информации через агентов, она, конечно, теперь сильно уступает, ну, если сравнивать с прошлым, конечно, возможностям цифрового шпионажа. И поэтому наивно было бы думать, что российские спецслужбы и белорусские спецслужбы, что они, ну, как бы сказать, придают сами большое значение вот, ну, просто деятельности агентов. Нет, на мой взгляд, это уже не так в современном мире. Но при этом, тем не менее, а, м, а, спецслужбы продолжают вербовать кого-то среди оппозиционной среды, в основном для каких-то уже не разведывательных, а скорее провокационных действий. То есть для разного рода провокаций или, так сказать, компрометирующих шагов, каких-то компрометирующих акций в отношении э, других деятелей оппозиции. Так что, да, безусловно, Ну, то есть, безусловно, да. по сути, Мгм. поссорить оппозицию с оппозицией, да? Ну, то есть, продвинуть какие-то российские, может быть, нарративы в Европе, условно. Ну, не только в Европе, но в Европе вот как в частности. Да-да, совершенно верно. Я думаю, что, э, с ну, что те спецоперации, которые проводят спецслужбы сейчас в этой сфере, они в основном связаны действительно с, разного рода попытками публичной компрометации людей, сбором, просто дискредитирующей информации, которую можно будет использовать в определенной ситуации. Н То есть, здесь скорее не шпионаж в таком классическом смысле, в старом смысле, то есть, там, ну, использование инструментов, спецслужб для, борьбы с оппозицией, вот, определенным образом. Вот такой странный, может быть, вопрос. А к вам приходили с предложениями? Нет, ни разу никто не обращался ко мне, и, ну, я и думаю, что тут я не одинок, наверное, к большинству никто не обращался. Да. Я не преувеличиваю в этом смысле слова и не считаю, что надо, как бы создавать такое паническое впечатление того, что российские спецслужбы, там всемогущие, действуют, как-то тотально и так далее. Это отнюдь не так. Ну, во всяком случае, я не сталкивался сам с этим. Сейчас, ну, во всяком случае, вот ряд институтов, аналитиков пишут, что Россия будет усиливать и уже усиливает свои гибридные атаки в Европе. Казалось бы, куда больше уже и так полным ходом идет, но все-таки есть куда еще расти. И получается, что если к этой волне усиления гибридных атак о ней уже знают, значит, к ней уже подготовились, или к такому подготовиться невозможно. Как думаете, во-первых, ну, вот это и действительно ли могут усиливать гибридные атаки, в чем это будет отражаться? Да, несомненно, поскольку война идет в гору, война, которую Кремль ведет против Украины, а тем самым и против Европы. Европа реагирует на это. Хорошо видно, что в Европе сейчас, на четвертом году войны, эту войну рассматривают как угрозу уже как бы европейскому миру в целом. Поэтому да, Кремль будет расширять гибридную войну в ближайшие 2 года, особенно на фоне того, что не может добиться успеха серьезного на поле боя. И здесь я хорошо вижу по публикациям, как бы, что в Европе национальные правительства
ну, очевидно, дали команду и, собственно, спецслужбам готовиться к трем основным направлениям этой гибридной войны, которую Кремль может вести. Одно направление – это киберборьба, очевидно, потому что это вторжение в сети, причем уже не просто с целью получения информации, а с целью диверсий. То есть это блэкауты, это попытки парализовать банковские системы. Об этом ну, довольно много написано уже. Второе направление этой кибервойны, прошу прощения, второе направление этой гибридной войны – это ну, нарративная война, то есть такая война нарративов. Э, Она идет уже, но то, что Кремль будет поднимать ее градус, это тоже несомненно. И третье направление этой гибридной войны, к которой тоже все активно, так сказать, в этом смысле слова готовятся, это, ну, собственно говоря, попытки тестировать системы безопасности, военной безопасности. Именно поэтому активно готовятся к тому, что могут быть какие-то события в Балтийском море, может быть попытка пересечения какой-то границы или тестирующий удар по территории одной из стран Евросоюза, как бы случайный, и так далее, и так далее. Вот три направления этого всего. И будет это? Да, будет. Занимаются этим российские спецслужбы, в том числе и военная разведка? Ну да, конечно, они выполняют указания Путина. э, И, собственно, это указание сводится к тому, чтобы каким-то образом, вбить клин между Евросоюзом и Соединенными Штатами, в смысле поддержки Украины, и, собственно говоря, вбить клин между Украиной и Евросоюзом. Вот как бы, так сказать, две стратегические задачи российских спецслужб, ну, если мы говорим о Европе. А эти задачи выполняются, вы сказали до этого слово тестирование. То есть это все как подготовка к чему-то большему, или это все преследует цель только вот в розни в этой, поссорить Европу с Штатами и так далее? Или все-таки это подготовка к каким-то более активным, ну, не знаю, военным действиям? Это просто следование путинской концепции того, что Россия должна переломить западный мир в ходе конфликта и, так сказать, добиться тех целей, которые Кремль ставит. А реализация этих целей, она как бы любыми средствами, в том числе и средствами специальных операций, и спецслужбами, это касается и экономики, и нарративной войны, потому что здесь Кремль действует просто, так сказать, ну, веерно, условно говоря. То есть это такое верное действие. То есть в одном ключе находится, там, скажем, проработка возможностей блэкаута, допустим, в стране, которая активно поддерживает Украину, и одновременно просто, скажем, нарративная война вокруг Венгрии и ее интересов в получении российских углеводородов. Это все такой как бы большой и проработанный план, который рассчитан на дестабилизацию э, всех тех, кто участвует в глобальном альянсе поддержки Украины. То есть цель все-таки это воздействие на поддержку Украине с тем, чтобы, ну, скажем, партнеры перестали ее поддерживать и победа в войне. Но дальше есть ли цель продолжать эту войну с Европой? Ну, очевидно, что ответ на этот вопрос зависит от того, насколько успешны будут эти действия, потому что в настоящий момент, так сказать, те, кто оценивает и военные, и экономические возможности России, склоняются к мысли, что там раньше 30-го года Российская Федерация не сможет развязывать какую-то войну в Европе дополнительную, и в любом случае все сходятся в мысли о том, что Кремль должен завершить войну в Украине, прежде чем начать дальше пытаться как-то влиять на глобальный порядок и угрожать Европе. Но надо подчеркнуть, что все правильно готовятся к тому, что независимо от того, может или не может Кремль осуществить военное вторжение в одну из стран Европы, вот ко всем аспектам гибридной войны, диверсионной войны совершенно правильно готовятся европейские спецслужбы, европейские правительства, и новые меры принимают и парламенты этих стран, которые
и международные комитеты и комитеты по безопасности в парламентах, которые отдают себе отчет в том, что впереди, так сказать, 2, 3 или 5 или 7 лет довольно тяжелой гибридной войны с Кремлем, который очевидным образом не пошел на прекращение огня, не пойдет, а собирается дальше вести тяжелую изнурительную войну против Украины. Александр Морозов, политолог, спасибо вам за разговор. Мгм. Спасибо вам. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.